Здравствуйте, наши уважаемые зрители. Вот прошел Новый год, и мы все равно выходим с нашей ежемесячной передачи «Говорить, думая». И сегодня моя собеседница Екатерина Юрьевна. Екатерина Юрьевна, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, Ольга Федоровна, я тоже рада вас видеть. Здравствуйте, уважаемые зрители. Всех с новогодними праздниками. Да, и от меня тоже поздравления, пожелания, всего наилучшего. Ну, Мгм. о чем будем говорить, Екатерина Юрьевна? А сегодня, мне кажется, тема как нельзя больше подходит, потому что Рождество прошло, Новый год, колядки, всякие ритуалы. И я бы хотела поговорить о магическом мышлении. В принципе, это научный термин. И мой первый вопрос. Почему, Ольга Федоровна, может, не мы с вами, но многие люди э, в 12 часов ночи в Новом году э, загадывают желания, поджигают бумажки и выпивают их, жуют, проглатывают вместе там с просекко, шампанским или без? Что это такое? Ожидание чуда — это возможность оказаться сразу в том месте, где ты хочешь, без усилий. И поэтому личность, психика, она не хочет отпускать эту возможность. Потому что если мы выстраиваем этапность достижения чего-то, то эта этапность долгая, надо меняться, надо прикладывать усилия. А здесь ты можешь быть перенесен ангелами сразу в то место, где это желание исполнилось. И логика как бы говорит, что вряд ли это желание сбудется, и это желание, скорее всего, не исполняется. Ты уже выпил много этого пепла с пузырьками, но желание не исполняется, но все равно эта надежда на халяву, она у нас есть, Мгм. и от нее очень сложно отказаться. Ну вот мы знаем, что магическое мышление, вот ожидание чуда, да, по сути, там идет от наших праотцов, и считается, что оно присуще как бы либо детям, и это нормально, там до 7 лет, 8, э, инфантильным взрослым, психически нездоровым людям, если это уже какое-то, да, расстройство, либо эм, людям, которые проживают какой-то стресс очень сильный. Ну да, к Богу люди приходят именно тогда, когда они болеют или близкие болеют, да. Именно Вот. тогда идет обращение к чуду или к каким-то там гадалкам, экстрасенсам. Когда медицина не помогает, то люди обращаются Мгм. именно в И эти. получается, вот если, так сказать, стрелочку провести от того, что вы сказали, что ожидание чуда, я хочу оказаться в том месте, где мне хотелось бы без всяких усилий. Получается, что я тогда формирую, если я вся в этом магическом мышлении утопаю, допустим, да, формирую причинно-следственные связи, не опираюсь ни на какую логику фактически. Верно? Я задумалась, потому что бывает так, что человек действительно прилагает максимум усилий, и он действительно этими действиями приближает себя к желаемому. Но параллельно он еще и подмешивает там какую-то или магию, или молитвы, или притягивает сюда каких-то людей, обладающих экстрасенсорными способностями. И когда факт свершается, то Мгм. гораздо приятнее верить в чудо, чем анализировать собственное поведение. Потому что чудо дает всегда ощущение исключительности. Мгм.
Вот я вижу по людям, которые ко мне приходят на консультации, они хотят узнать какой-то мой секретик. Им Я кажется, что, тоже. Я тоже хочу узнать ваш секретик, Ольга Федоровна. знаете, как будто у меня есть какая-то коробочка, в коробочке лежит секретик. Если этот секретик отдам, то человек как будто сразу начнет обладать всеми моими опциями. И когда я говорю, что это сложный путь, многие десятилетия, они говорят, ой, все, это скучно, это не говорите, не надо мне, меня чудо забирать. Мгм. И многие же люди, они говорят про то, что они хотят узнать свое предназначение, и тогда они гарантированно начнут чем-то заниматься и тут же придут к успеху. Ну, наверное, это и есть главный смысл наш, да, узнать свое предназначение. В принципе. Я тоже раньше искала свое предназначение. У меня было такое намерение найти свое предназначение. Но предназначение подсказывают, наоборот, люди. Не ты его должен где-то найти, Мгм. а люди тебе подсказывают, потому что они всегда будут обращать внимание на твои сильные стороны. То есть вот эта востребованность твоего чего-то, оно, в принципе, создает это предназначение. А здесь удивительно, люди предназначения всегда ищут внутри. Вот им что-то внутри откроется, а Мгм. фактически внешний мир, он постоянно говорит, вот это твое предназначение, а человек говорит, не-не-не, я по-другому должна это услышать. Вот, кстати, вы сейчас сказали, немножко, так сказать, уходя на 2 секунды от темы, м, когда-то я услышала, мне это запомнилось, что очень важно наблюдать за маленькими детьми, во что они играют. И очень часто, ну, есть такая теория, что вот ребенок все время играет в больничку, или всех защищает, или он, наоборот, разрушает. То есть как будто вот, м, он намекает на то, э, что он бы хотел делать. Вот, если привязать это к нашей теме. Ой, я помню свое детство, многие моменты. Я хотела быть продавицей. Я постоянно в магазине чем-то торговала. Мгм. Открывала магазин, и мама спрашивала: "Кто ты?" Говорю: "Я продавица". И, как видите, я далека сейчас от этих детских игр, так что Мгм. я, ну, наверно, не соглашусь, потому что может, многое измениться в судьбе. Ну да. И ребенок, он играет, он подсмотрел, и ему стало интересно что-то. Ему, например, показалось, что продавица, ну, продавщица в магазине, она выглядит очень важной. Вот у Мгм. нее все конфеты, у нее все печенья, и она дает мне. И я тоже хочу быть продавщицей, потому что у меня будет несметное количество печенья и конфет. Да, и меня тоже привлекала эта профессия в детстве. Особенно когда конфет не было никаких вкусных, и возможности не было их купить, ты как будто обладал этим всем желаемым. Ну, ребенок же не понимает, что этот человек за зарплату продает товары, Да. которые ему не принадлежат. А она же тебе Мгм. кажется хозяйкой медной горы, Мгм. обладающей несметными сокровищами. А вот, кстати, про несметные сокровища и про обладание ими. Можем ли мы с вами сказать, что м, магическое мышление, которое присуще практически всем в большей или в меньшей степени, да, это тоже как будто бы неосознанное желание быть каким-то особенным, как будто контролировать этот мир. Да, я вот часто от женщин слышу, что вот я ведьма, если я плохо про кого-то подумаю, то вот он споткнется или начнет болеть. Это Мгм. и вы же тоже на группе нашей слышали
когда мы передаем один одному слово на сталкере, то человек говорит: я так и знал, что мне сейчас слово передадут. Да, но, кстати говоря, действительно же человек так думает. Но мне кажется, что каждый человек, он сидит, вот когда особенно новая группа, мы давно не виделись, какой-то перерыв, волнения больше, и Мгм. ты сидишь такой мобилизированным и ждешь, что тебе сейчас дадут слово. И когда тебе его дают, ну, конечно, ты этого ожидал. Вот мне сейчас дадут слово, что Мгм. я скажу, мне дадут слово, что я скажу. И когда говорят: "Вам слово", я так и знал. Но, можно подтянуть, факты, подтусовать и в то же время вот ощутить этот момент попадания в свою исключительность. Я так и знал. Мгм. Это такое некое позитивное подкрепление, когда человек, запоминает, э, то, что случилось вот в какой-то момент. Вот с "Черной кошкой", например, то же самое, да. Дорогу черная кошка там перешла или еще какие-то приметы. Если они у меня работают, то, скорее всего, потому что я запомнил что-то, скажем, ну, негативное или, наоборот, позитивное в этот Не, ну момент. черная кошка — это вообще идеальный объект, потому что если что-то не получается, и у человека нету сил или возможности взять на себя ответственность, то черная Мгм, кошка становится козлом отпущения или котом отпущения, потому мгм, что, а, это не из-за того, что я что-то не предусмотрела, это и не из-за того, что я не вышла чуть-чуть раньше, а это из-за черной кошки. То есть магические все эти события, они дают нам возможность объяснить, не вникая в суть процесса. мгм. То есть эти это тоже как бы, некий инструмент, еще и для перекладывания ответственности. Да, проекция, потому что вот я, например, у себя я наблюдаю, когда я осмысляю что-то и Мгм, просчитываю варианты. Ну, какое-то важное должно что-то случиться, и я просчитываю варианты, что может быть вот так, вот так, вот так, вот так. И этих вариантов, допустим, 10, множество. И когда один из этих вариантов действительно воплощается, то я могу мгм. с полной уверенностью в своей правоте сказать: я так и знал. Я так и знала. Хотя я же знала еще 9 вариантов, но я про это забываю. Мгм. Я выскакиваю в свою избранность здесь. Я помню, на какой-то из встреч нашей группе вы рассказывали про клиентку, которая повесила на холодильник машину, фотографию машины, медитировала на Это нее. не клиентка, это случай из жизни, да. Ну кто вот я помню, Ну, что это просто это было. случай из жизни, который мне рассказали, да. Да, и потом она действительно ее купила и сказала: "Вот потому что мысль материальна". Да, а то, что она, много работала и стремилась к этому, да, она про это как будто Мгм, забывает. Ну, она повесила машину и стремилась ее купить, она много работала. мгм. А вот что вы думаете по, поводу того, что мысль материальна? Но мысль действительно материальна, но не напрямую. То есть мысль материальна. Мы здесь ставим знак равно, а здесь как будто еще надо поместить множество других пунктов. Ну, к примеру, м, я же приехала в Украину из Беларуси, и у меня не было своего жилья. Ни жилья, ни друзей, ни знакомых. То есть я была абсолютно в таком вакууме, ну, вот только там, где я работала, какие-то люди меня окружали. И вот эта бесприютность, когда у тебя нету дома, и когда ты все время живешь на птичьих правах в пространстве, из которого тебя могут выгнать, оно создает много небезопасности. Мгм, И я, конечно, хотела свою квартиру.
Я очень хотела свою квартиру. И когда у меня появляется такая мысль, я начинаю больше работать, больше откладывать денег, не тратить. И моя мысль становится материальной. Мгм. Но только я к этому ушла почти 10 лет после приезда. Ну да, то есть мысль материальная — это как принятие какого-то решения, постановка, допустим, какой-то цели и удерживание этой мысли. Ну, скажем, я хочу купить квартиру, и вдруг импульсивно я хочу поехать на Маврикий. Ну, например. И я вспоминаю, что я все-таки хочу купить квартиру, и поэтому сейчас это неуместно для меня. И вот в этом смысле она тогда материализуется, потому что я долго, постепенно иду к своей цели. Да, тогда она материальна. Или Мгм. же еще один момент. Допустим, я женщина, которая пришла в бар и хочу познакомиться с мужчиной. Я на него пристально смотрю. Вот я хочу, чтобы он обратил на меня внимание. И он посмотрел на меня, и я говорю, да, я ведьма. Он посмотрел на меня. Я его принудила посмотреть на меня. А по факту, вот я по своим котикам вижу, как они сразу реагируют на взгляд. Мгм. Потому что это животное, которое должно понимать, кто на меня смотрит, враг или друг, мне убегать или нет. То есть мы именно своим животным аспектом ловим взгляд всегда и Мгм. мгновенно идентифицируем его посыл этого взгляда. На меня смотрят как на еду, на меня смотрят, со мной хотят поиграть, на меня смотрят по-доброму. То есть мы вот интуицию можно считать какой-то, ну, интуиция бывает разная. Она бывает как высшая форма сознания. То есть, когда твой ум начинает обрабатывать громадное количество фактов бессознательно, выдает тебе волю. Но интуиция может быть и животная. Когда у меня Чуйка еще, чуйка это да, называют. да, чуйка. Когда у меня есть Мгм. точное понимание, как этот человек ко мне относится, он может улыбаться, Мгм. но я-то знаю, как он ко мне относится. Мгм. Здесь тоже очень важно доверять себе. Ну, если он улыбается, я, наверное, что-то придумала, что он ко мне плохо относится. И видите, я не про то, что чуда не существует, но когда ты начинаешь углубляться в эти процессы, Мгм. то ты можешь их объяснить. Ты не как первобытный человек воспринимаешь молнию как орудие богов. Ты понимаешь, что электрический разряд в атмосфере, он происходит и так далее. Мгм. А как вы думаете, э, вообще существуют ли люди, которые лишены абсолютно магического мышления? Просто я так себя к ним не причисляю. Я понимаю, что у меня тоже есть всякие ритуальчики, которые мне, иногда помогают пережить стресс, например. Ну, на мой взгляд, магическое мышление — это наша альма-матер. Мы оттуда пришли. Мгм. Мгм. Мы все верили в Деда Мороза без исключения. И мы верили в то, что подарки появляются. И нам объясняли, вот если мы будем хорошими девочками, мальчиками, то Дед Мороз к нам придет. Мгм. И из-за того, что мы не могли анализировать большие массивы информации, детьми, у ребенка нет такой опции, нам многое казалось чудесным. Ну, например, чудесный приезд бабушки. Мгм. Но нам просто не сказали, что она приедет. Они там готовились к ее приезду, покупали, может быть, билеты ей специально бабушке и так далее, но нам не сказали. И нам приезд бабушки кажется чудом. Мгм. Или же поездка в парк. Родители это уже планировали, а нам кажется чудом.
То есть мы не, мы нам очень хочется объяснением споймать событие. То есть мы, Мгм. когда объясняем, мы как будто его знаем, его контролируем, и как будто это мы его породили. Ну вот я, например, а мне как раз приснился, что мы в парк едем, и мы поехали в парк. Мгм. Как будто я инициатор, причина, ядро этого события. Я Мгм. в центре мира. Бабушка приехала ко мне. Мгм. Меня повезли в парк. Мне попалась легкая задачка. У меня на экзамене легкий билет, потому что я покричала в форточку «Халява, приди». Да, И я, видите, какая всемогущая в этом? Я да. влияю на процессы мироздания. Ну да, я помню, когда мы были маленькие, зажигали костер, э, и мы говорили заклинание, когда дым в твою сторону шел. Дым, дым, я не вор. И дым как будто уходил. На самом деле просто направление ветра менялось. Ну да, еще куда фига туда дым. Куда фига, да. Вот, кстати, тоже вот у нас есть даже какие-то, скажем, фразы, которые мы очень часто произносим, абсолютно не понимая, что это магическое мышление, да. Ну, например, там, э, что Бог не делает, все к лучшему. Вот это тоже слабые навыки анализа, да, которые мы предъявляем. То есть мы не исследуем причинно-следственные связи, нам так легче. Ну, Вот это вот, что не делает к лучшему, это, конечно, фраза, позволяющая взять отпуск и не мыслить. мгм, Но далеко не все к лучшему. да. Но человеку так легче переносить какие-то испытания, какие-то Мгм, сложности. Он себе придумывает какие-то смыслы в крахе. Ну, когда у человека какой-то крах, он говорит, это вот а, высшие силы не хотят, чтобы я занимался бизнесом. Они меня привели в духовность таким мгм, образом. Ну, а по факту, если мы проанализируем, каким бизнесменом был человек, он был там, допустим, необязательным, непоследовательным, недисциплинированным. И понятно, что этот бизнес был обречен. И для того, чтобы не ощущать себя виноватым, мгм, не съесть себя аутоагрессией, человек придумывает, что его высшие силы направили в другую сторону. И мгм, человек действительно боится аутоагрессии. Я вот, имея контакт неплохой с телом, вижу, когда я нападаю на себя аутоагрессией, как у меня начинает, ну, уже возраст, начинает выскакивать что-то по здоровью. мгм, Это самоедство, оно действительно для нас опасное. И психика как будто хочет обмануть свой инстинкт самосохранения и ввести в объяснение, что так лучше, не ешься, так лучше. Но тогда мы можем сказать, что это некий защитный механизм нашей психики, да, вот в какой-то степени. М, Можем так сказать. И человеку важно не иметь пробелов в выстраивании причинно-следственных связей. Потому что когда он не понимает, почему это произошло, ему очень страшно. Но мы действительно не контролируем вот этот мир, и мы многое не понимаем. Но находиться спокойно в непонимании могут Мгм, немногие, потому что это сразу падение в неполноценность. Человек, мгм, чтобы туда не упасть, он находит объяснения какие угодно. Какие угодно. Первое попавшееся в его уме.
И тогда Мгм. он как будто обретает контроль над этой событийностью, он все объяснил. Я знаю, и он может себе доверять. Вот когда у человека много страха попасть в неполноценность, он же не обучаем. Он будет все слушать с точки зрения или я это знаю, или это ерунда. Ну да, да. Поэтому это наши костыли, вот эти вот Мгм. магические объяснения. Ну, если еще нет присваивания, механизма присваивания себе своих эмоций, как авторство, да, ведь я думаю, что, ну, я просто по себе помню, вот когда там раньше была и не понимала, что они мои, и проецировала это в мир других людей. Это же невыносимо с ними встретиться, когда они такие сильные и затапливают. Конечно, нужно найти объяснение иногда вот через магическое мышление в том числе, чтобы только с ними не встретиться. Я помню период глубокой депрессии в подростковом возрасте. Ну, там были объективные причины у меня в семье. И я захожу в автобус, и все люди мне кажутся демонами, уродливыми. То есть я не могла понять там, свою злость, свое отчаяние, вот эти все Мгм, негативные, наполненность негативными эмоциями. И психика для того, чтобы хоть как-то справиться с этим, объяснить себе, почему она в таком состоянии, она это вытеснила, и люди стали как будто демонами. Вот я захожу, м, я в школу ехала, и весь автобус заполнен демонами. И вот так можно сойти с ума. Да, мгм, ты не присваиваешь себе свою темноту, и тебе надо постоянно, постоянно искать объяснение. Ну, потому что если ты присвоил свою темноту, ну, ты серенький, я имею в виду темно-светлый, и остальные мгм, серенькие, и тебе нормально, мгм, серенькие с серенькими живут. А мгм, когда я все это проецирую, я в белом, я светлая, а вы все черные, мгм, то появляется вот этот страх людей, нетерпимость к людям. И тогда много собственной темноты человек видит вокруг. мгм. И когда он уже переходит границу, да, и наступает психическое расстройство, вот, то есть это как бы просто гипертрофированная форма того накопленного демонического внутри себя, которое человек начинает действительно видеть снаружи, да? Но и видеть, и разговаривать с этим. Мгм. Это как черт, который приходит и с ним разговаривает. Мгм. То есть невозможность выдержать. Я не помню, по-моему, в «Бесах» было, когда черт приходил. Ну, много в каких произведениях приходит черт, Мгм. и Мгм. человек с ним начинает общаться. Мгм. И действительно, я не говорю, что все люди прекрасны. Есть люди, в которых они эту темноту признают, и они даже гордятся, что они такие подлые или такие обманщики. Есть и такие люди, но вот эта невозможность понять, это он такой, это я такой, оно Мгм. порождает этих химер, которые Мгм. начинают жить. Ну, у нас у каждого такие химеры есть. Я вот это тоже по себе вижу, когда я начинаю в голове с кем-то ругаться. Вот это и интересно. Давайте тут потопчемся Давай, чуть-чуть. Мгм. Я начинаю с кем-то ругаться в голове. Внутренний диалог веду. Что это? доказываю что-то. Заказываю, а он так сказал, а я вот отвечу еще так. Да-да-да-да-да-да. А потом поменяй, нет, отвечу по-другому. А вот если он так скажет, Да, особенно когда диалоги там пятилетней давности, очень смешно. так. Но вот человек попадает в состояние,
Ну, я наблюдала за собой, когда это начинается. Это начинается всегда, когда у меня есть к себе какая-то претензия, Мгм. и я чувствую ее гнет. То есть я плохая, и как будто на меня кто-то ругается. И я Мгм. начинаю доставать, где я на кого-то ругаюсь. Ну, кто-то Мгм. был неправ, доказывать. Также это может возникнуть, когда ты падаешь в какую-то свою пустоту, бессмысленность, я имею в виду, то тогда это придает смысл. Это повышает самооценку мгновенно. Мгм. То есть ты, если неполноценности, когда ты атакуешь вот этого неправильного, то тебе становится хорошо. Вот если ты упал в бессмыслие, в претензию к себе, в неполноценность, Мгм. надо пойти в соцсети с кем-то поругаться. Вредные советы. Мгм. Мгм. Или на кухню выйти с мужем поругаться. Или в аптеку сходить. Или в аптеку сходить, или на каток потолкаться. Мгм. Или в Макдональдс пойти в кассе потолкаться, обсуждать этих продавцов, которые медленно там шевелятся. Или людей, которым больше надо. Мгм. Или человека, который тебе дверь не придержал. Мгм. То есть нам нужны демоны какие-то. Мгм. Надо осуждать. Ну вот, иногда, если мы говорим с конкретным каким-то человеком в своей голове, да, бывает, наверное, так, что, ну, например, я не смог проявить свои границы, в какой-то ситуации, и потом, наверное, я так думаю, я нападаю на себя аутоагрессией, чтобы от нее освободиться, я начинаю вот этот постфактум диалог с человеком заводить. Я думаю, что не обязательно. Обязательно. Не обязательно. Есть ситуации, где ты точно выиграл, но тебе как будто надо туда вернуться и довыиграть еще раз. Не договорил, а я не договорил. Это не про недоговорил, это про получить медаль победителя. Или Мгм, еще раз, или все-таки ее получить. мгм, Я лучше, я первый. мгм. Ольга Федоровна, вот, я смотрю, ваш канал для спонсоров, ваши программы, вернее, для спонсоров на вашем канале, и вы очень часто там, проводите анализ снов ваших зрителей. Это психоанализ онлайн, да, это вопросы, Да, где посылать. да. И, вы часто говорите о том, что, ну, то есть отвечаете на вопрос зрителей, что вещи, сны, ну, это надо еще как бы смотреть, а не придумал ли себе человек это, а точно ли он это увидел и так далее. То есть, ну, соглашаемся с этим. Но ведь действительно бывают вещи и сны. Я сама действительно видела не один раз вещи и сны, когда я рассказывала сон, ну, например, своему мужу в деталях. А через несколько дней мы просто видели эту ситуацию. То есть, это вот, ну, как бы доказано. Вот как, с этим взаимодействовать? Но из того, что я встречала в практике, на 100 вещих снов только один вещий на самом деле. Мгм. Потому что очень Это да. хочется подтасовывать факты. Мгм. Поэтому я не отрицаю, что они есть, Мгм. но они редкость. Как и интуиция человека, как и дар предвидения. Мгм. Я не отрицаю, что это есть, но это очень большая редкость. Мгм. И больше самозванцев, которые выдают себя за таких людей. Мгм. Мгм. Точно так же, как и некие высшие силы, некие высшие течения, некие течения, которые захватывают тебя, и ты все из него уже не можешь как будто выбраться, не понимаешь как. Но Мгм. рассуждение об этом, на мой взгляд, это профанация. Мгм. Ну, профанация, потому что ты мало что про это знаешь. И я помню, видела в интернете женщину,
Она рассказывает, как она общается с Альфа Центаврой, Да. с другими галактиками. Они дают ей, значит, голос, и они сообщают землянам про это. Можно уйти в это безумие. Мгм. И я так думаю, вот даже если мы скажем, да, высшие силы есть, да, непонимание, непонимаемое есть, то способен ли человек выдержать это, знание эти? Мгм. Мне кажется, что человек, прикасаясь к этому неведомому, или начинает говорить от себя тяну, или не выдерживает это. Сходит с ума. Да, сходит с ума. Ну да, мы, наверное, вы сказали, вот мы многое не понимаем об этом мире. Я бы сказала, мы вообще мало что понимаем и можем осознать. И все, что входит в необъяснимое, наверное, мы и не можем это объяснить. Но я сейчас говорю про высшие силы, действительно, да. Потому что нам, наверное, это и не дано объяснить, не дано понять, не дано осознать. Это в каком-то другом поле находится. Я думаю, что высшие силы каждый может объяснить по-своему. Кто-то Мгм. как инопланетян, кто-то как Бога, кто-то еще как что-то. Не знаю, Одина, как Один, Бог Один, он может его намерением это все объяснить. Мгм. И я к этому отношусь очень осторожно, потому что это Мгм. скользкая дорога, на которую можно уйти, и там действительно свести себя с ума. Ну, если я психоаналитик, то я не могу быть тарологом, потому что Мгм. это абсолютно разное. И я становлюсь вот непонятно кем тогда. Мгм. Я или анализирую, или я колдую. Мгм. А вот, кто как раз вот попадает, м, в секты или, допустим, вот просто безоглядно верит в астрологию, исследует каждой рекомендации? Это люди, которые со слабыми навыками анализа? Я думаю, это дети на продленке, дети, которые в круглосуточном садике. То есть инфантильные взрослые, да? Я не хочу это слово так употреблять, инфантильное взрослое, потому что если у человека случается какая-то беда, он может потерять опору Мгм. и попасть в какую-то секту. Не знаю, потерял все деньги, потерял близкого. И тогда я начинаю большими усилиями вот там верить во что-то, потому что я потеряла себя как опору, мне надо опереться на что. И любые секты, различные течения, они отвечают на вопрос, что делать. Ну, что для того, чтобы моя жизнь сложилась, что мне надо делать? Мне надо делать этот ритуал. Я его делаю. Делаю, но жизнь не налаживает. Значит, плохо делаю. Значит, Мгм. надо дольше делать. И люди действительно могут 5 лет, 10 лет находиться в Мгм. делании ритуалов. Он не приносит пользу, но человек не подвергает сомнению. Ну вот, кстати говоря, вот щас я подумала, обсессивно-компульсивное расстройство, да, у людей, когда, м, там все завязано на ритуалах. Это же тоже как бы Да, про это магическое это магия. мышление. Это магия, да? Мгм. Это магическое мышление, когда у человека очень большая опора на внешнее. Человек Мгм. с помощью внешнего пытается изменить внутреннее. Мгм. То есть я, например, ощущаю злость, я эту злость себе не могу присвоить,
И я чувствую за это некое расшатывание внутри. И тогда вот я думаю, что вот мы все это делали, зрители, и вы, Екатерина Юрьевна, когда, например, с мужем что-то накаляется там или с близким в разговоре, и ты, не понимая почему, начинаешь мыть посуду. Идешь в кухню, начинаешь мыть посуду, начинаешь протирать. Ну да, какое-то компульсивное действие Да, совершаешь, да. да, потому что психика, она не выдерживает Мгм, происходимого внутри, она разрывает с этим связь и уходит в деланье мгм, ритмичное, где есть порядок, где все правильно. Она пытается с помощью внешнего действия справиться с внутренним. То есть обсессивность — это всегда отторженность своей эмоциональности. мгм. Человек не может ее присвоить как свою. Ну, вот это то, что вы описали, это можно назвать трудотерапией, когда она же тоже вот, имеет место быть, когда, неврозы лечат, да. То есть ты вот этим чем-то как бы полезным и привычным ты снижаешь эту эмоциональность. Да, ты выходишь из внутреннего мира, переходишь во внешний. То есть я по себе тоже замечала, когда ты думаешь, тебя нахлобучивает внутри. Мгм, Ну, вот даже, когда я пишу сценарий к роликам, и я понимаю, что я уже бывает такой закопался на такую глубину, что это уже на лекцию мгм, или на 15-минутный ролик. И я знаю, что мне надо что-то поделать. мгм. Ну, пойти там, не знаю, яичницу пожарить. Ну, если, мне кажется, если вот компульсия, да, осознанная, ну, то есть вот ты понимаешь, что тебе сейчас нужно помыть посуду, потому что, невыносимость очень большая, ты сейчас просто тебя разорвет. Именно поэтому ты делаешь то, что ты делаешь, чтобы как раз, может быть, не выплеснуть, на своего близкого что-то или понимать, что ты в психозе сейчас находишься, и лучше ты помоешь посуду. Это же, как бы есть в этом польза, если ты понимаешь, как ты себя Ну да, адаптируешь. да, это способ справиться. И мы ни в коем случае не говорим о том, что это плохо, это неправильно. Мгм, Мистическое мышление — это неправильно. А, какие-то действия ритуальные — неправильно. Ну вот, например, рождественская суета, ну, она прекрасна. Мы дарим друг другу подарки, все находятся в праздничном настроении. То есть в этом нету абсолютно ничего, что надо лечить. мгм, Потому что я знаю, что люди иногда слушают: мистическое мышление или магическое, все, мгм. боремся с ним. Ну да, ведь вот магическое мышление, изучают, изучается и в психологии, и в этнологии, и в антропологии, и в культурологии. И вот то, что сейчас вы описали, вот это же, наверное, традиции, которые тоже есть часть магического мышления и ритуала. Ну, у нас, допустим, это Рождество, подарки под елку, там, я Не не знаю. забыть поздравить в день рождения человека. Да, да, не забыть поздравить с день рождения и так далее, которые есть, ну, культурные какие-то наши особенности, но вместе с тем, вот как раз, прошло у нас католическое Рождество, да, а я в Италии живу. И вот итальянцы, допустим, вот есть определенные блюда, которые нужно съесть. И даже если ты наелся, надо обязательно кусочек кулича рождественского попробовать, и кусочек нуги обязательно съесть, и еще чего-то, даже если в тебя не лезет, потому что иначе это не Рождество. Это же тоже часть магического мышления, но это культурный такой слой, который, тем не менее, ну, помогает поддерживать традиции народа, национальности, с Ну, одной стороны, идентичность создает, да. идентичность, но с другой стороны, люди боятся чего-то не сделать, потому что тогда
Ну, иначе вам удачи не видать, как Но говорится. это опять же мы с вами вернулись, Да, сделали круг и вернулись. да, Тогда это я буду виновата. А так это виновато Рождество. да, да, да. Я все сделала, я все куличи посъедал, нугу Мгм, посъедал, все блюда попробовал, все, ко мне претензии есть, ко мне претензий нету. мгм. Это значит, уже вам там надо с собой что-то делать. Ну, человеку хочется отдать ответственность. Очень. Вот, Ольга Федоровна, я думаю, что мы потихонечку, да, с вами как бы подходим уже Да, к да, концу завершить. нашей программы, да. Можем ли мы с вами вот как-то поговорить кратко, возможно, о том, что если уж у нас это магическое мышление присутствует, как нам понять, где польза, а где вред, потому что есть и одно, и другое. Как всегда, каждый случай уникален, надо разбираться. Мгм. Потому что многие люди из-за магического мышления, они не могут перейти в понимание причинно-следственных связей. Ну, например, семья распалась, потому что кто-то сгладил, там, или кто-то Мгм. приворот сделал. И человек идет дальше в жизни и не понимает, какой удельный вес его ответственности в этом браке, который распался. Мгм. Конечно, легче сказать, что кто-то там приворожил, чем разбираться, какие у меня были отношения с мужем. Или венец безбрачия, вот, Или венец безбрачия на роду, и это из прошлой жизни. да. И мы многое, то, что нам не хватает ума и глубины мышления объяснить, мы говорим Мгм. про какое-то чудо. Это вот как на коннекте я проводила сессию, и там женщина, она не понимала, как я ее провожу, и Мгм. я говорю, ну это вот так и так. Она говорит, а то я уже испугалась, думала, какое-то чудо. Мгм. Ну, знаете, как будто какая-то магия творится. И магия, с одной стороны, она пугает нас, а с другой стороны, она привлекает нас именно вот этим нашим всемогуществом, Мгм. именно обладанием волшебной палочкой, которой мы можем что-то изменить. Но если у меня логическое мышление, я логик, а если магическое, я маг, конечно. Логично. Я тогда маг. Хорошо, а польза все-таки есть польза какая-то? Ну, я вообще за то, чтобы верить в Бога, Мгм. потому что тогда над личностью есть хоть кто-то. Вот наш этот эгоцентризм, и я в центре этой вселенной, ну, если даже не я, то мое идеальное я. Мгм. В центре этого мироздания, он точно знает, как правильно. А когда человек верующий, он чувствует от этого свою малость. И он понимает, что он один из многих. То есть, если у человека как будто нету веры в Бога, то Богом он станет сам для себя. Там. Мгм. Это святое место пусто не бывает. Там будет тогда стоять его портрет. И это хорошо было видно в Советском Союзе, когда были иконы, но на иконах были члены партии. Мгм. То есть человеку это необходимо, ему необходим пастырь, но м, отношения у верующего человека с Богом будут такие, как с самим собой тоже. Мгм. Но многие люди не делали подлости именно потому, что они боятся Бога, боятся наказания. Это как Мгм. создает для них а, дополнительную силу удержания, когда они хотят пойти в деструктивность. Своего зверя. Да, да, зверя. Мгм. И их хотя бы, они хотя бы испытывают чувство вины из-за этого.
Мгм. Потому что если человек неверующий, то ему как будто, а что вы мне сделаете? Все кто. Ну, только Ну, уголовный кодекс как будто может что-то сделать. мгм. Поэтому вера, она, даже если бы Бога не было, его бы стоило придумать, на мой взгляд. Потому что он сдерживает. Но можно придумать такого злого Бога, что он разрушит тебя еще больше. Я сейчас анекдот вспомнила почему-то. Так. Значит, когда умирает священник и водитель маршрутки, помните этот анекдот? Нет, не И помню. вот там, на небесах апостол Павел, э, говорит, священнику: "Ты идешь в ад", а водителю маршрутки говорят: "А ты, пожалуйста, в рай". И священник говорит: "Ну как же так? Я выбрал в невесты церковь, я всю жизнь, эм, э, со своей паствой работал, я Богу отдал всю жизнь". И, значит, апостол Павел ему говорит: "Ну, понимаешь, просто у тебя на службе все зевали, а у него в маршрутке все молились". Поэтому поэтому да, э когда человеку плохо, ведь он неосознанно иногда происходит: "Господи, помоги", да? Или когда он болеет, или когда что-то хорошо завершается, он говорит: "Слава Богу". Ну да, видите, человек отдает ответственность за себя, когда он Мгм, понимает, что он не справляется, мгм, чтобы не быть виноват. мгм. Тогда нам Ну, есть, высшая да, сила. мгм. Но или если я даже делаю что-то, э, вот в какой-то компульсии, да, и если мне очень-очень не знаю, вы это не любите, но я как раз, очень говорю, когда это усиленно, когда я не могу пережить в стрессе свой психоз или эмоции, и я что-то компульсивно, ритуально делаю, Вяжу носки. и я понимаю, почему это делаю, да, то тогда пусть это мне будет в помощь. Ну, несомненно, несомненно. Лучше делать это, чем разрушать свою жизнь и жизнь других людей. Несомненно. Ольга Федоровна, я все тогда? Да, будем завершать. Спасибо вам за беседу. Как всегда, рада с вами говорить. И до встречи. Вам тоже, Ольга Федоровна, спасибо, что ответили на все вопросы. И зрителям спасибо за внимание. Всего хорошего. Еще раз вас с праздниками. Всего самого наилучшего и до встречи. Пишите свои впечатления, комментарии, что вы думаете на эту тему. Пока.